Лучшие приемы нам передали выжившие. Гайден Шинджи, магистр клинков. Веками различные фракции участвовали в мелких войнах и долгих пограничных конфликтах, пока Тайбер Септим не разгромил всех, кто противостоял ему, и не установил власть над землями, провозгласив себя императором в 896 году Второй эры. В годы жестоких сражений измойщили народ, слово Тамриэль редко слетало с их уст. Решили они называть этот мир ареной из-за постоянных войн. Спустя 500 лет после того, как Септим захватил власть над землями, арены нависла новая угроза. Апрель Септим VII празднует свой третий день рождения, однако на него готовится покушение. Говорят, надежда летит на крыльях смерти. Привет, дорогой зритель, с тобой Сэр Холмс и The Elder Scrolls 1 Arena. Забавная тенденция намечается на нашем канале. Чем актуальнее летсплей, тем старше игра по нему. Почему так происходит? Да, причина банальная и проста, потому что у нас нет достойного железа, а то, что есть, просто смехотворно. При этом летсплей делать хочется, ничего с этим не поделаешь. Ну и как оптимистичные люди ищем плюсы в своем положении. А плюс здесь в том, что можно начать прохождение таких культовых серий игр, как те же The Elder Scrolls, с самого начала. И самое начало в нашем случае это Арена. Арена это одна из самых старых игр, в которые я когда-либо играл в своей жизни вообще. Старее нее только Цивилизация 1 91 года, в которую я играл, прибегая из младших классов школы к маме на работу, где у него был древний комп, который только такие игры и тянул. Приятные воспоминания. Но между тем, давайте же начнем. Император Тамриэля Урель Септим VII давал поручение Талину, начальнику имперской стражи, но тут Ягар Тарн, боевой маг, пригласил их к себе, чтобы обсудить слухи об измене. Император был предан и перенесен Тарном в другое измерение, то бишь в Обливион. После месяцев приготовлений Тарн наконец занял трон. Рия Силмейн, некогда ученица Тарна, была схвачена прежде, чем смогла предупредить совет старейшин о предательстве мага. Манипулируя сущностью магии, Тарн намерен занять место истинного императора, правителя данных земель. Не теряя времени, он собрал своих слуг, судя по всему, Даэдры, и придал им облик стражи императора. Итак, здесь нам предлагают создать персонажа. Можно выполнить либо тест, либо просто выбрать из списка. Но он довольно широкий даже для игры того времени. Я это все пропущу, потому что так уж получилось, что вот первые минуты этого видео я записываю уже после основной ее части. Случилось это из-за технических проблем, все-таки игра старая. Но все равно покажу вам, как это работает. Вот такой у нас список. Я прошел тест, и по нему я стал целителем. Сейчас пока ничего не будем тут указывать. И вот нам предлагают выбрать таким образом нашу родину. Играть можно за представителя любой расы, кроме имперцев. Ну и также орки были еще не игровой расы, именно Арен. Я выбрал высокого эльфа, потому что, на мой взгляд, он лучше всего подходит для специальности целителя. Это Сомерсет, который Альтмеры называют своим домом. Тогда вы будете известны как целитель, чья родина Сомерсет. Знаете же, представители вашей расы высокие и величавы, как и положено королям королей. Именно ваш народ первым вдохнул запахи весенних цветов. И именно ваши собратья первыми бежали на перегонки с ветром.
Но когда ночь вступает в свои права, ваши глаза не могут разглядеть низги. Плохо видят в темноте. Вы должны быть умны и целеустремлены, если хотите преуспеть как целитель. Идите же с миром, и пусть ваша судьба будет описана в старинных свитках. Распределите очки характеристик. Они тут выпадают случайным образом, только примерно соответствуют выбранной специальности. Сейчас пока раскидаем все как попало, потому что все равно эту серию придется немного подмонтировать. Далее предлагается выбрать внешность. Я выбрал такую. Вот игра начинается. К нам приходит призрак Лии Силмейн, придворной колдуньи императора. А мы по истории это простой служащий, так скажем, из штаба императора. Ну, придворный лекарь, придворный целитель. Это буду я. Макхигар Тарн принял облик истинного императора, но из-за своего высокомерия он уже допустил первый промах, полагая, что вы не представляете угрозы. Ну да, потому как я всего лишь какой-то незначительный служащий императора. Мы каким-то чудом оказываемся в темнице под имперским городом, ну то есть практически идентично начало с Обливионом, однако выбираться нам придется оттуда самостоятельно. Так, поскольку вы не имеете никакого влияния при дворе, он просто бросил вас умирать в этой камере. Посмотрите у северной стены, где-то там лежит... Что-то там лежит. Рубиновый ключ, открывающий решетку. Возьмите его. Возьмите и бегите отсюда. Раньше в этих катакомбах Тарн хранил сокровища, украденные из казны. Кое-что осталось до сих пор, но прошу, не идите на поводу у жадности, иначе эти туннели станут вашей могилой. И будьте осторожны, в темницах живет множество отвратительных крыс и гоблинов. Мне уже не помочь, ибо я мертва, и только мои магические силы удерживают меня между этой и следующей жизнью. Однако и они истощаются. Я еще могу сотворить некоторые заклинания, чтобы помочь вам. Выйдя из камеры, отправляйтесь сначала на запад, а потом на юг. Ищите врата перемещения, они доставят вас в безопасное место вдали от центра империи. Запомните, Тарн носит облик вашего правителя. Все будут верить ему, а не вам. Я встречусь с вами позже, но лишь в мире грез и сновидений. Так что не забывайте время от времени спать. Только во сне со мной можно поговорить. Присоединитесь к очень рискованной игре. Игроками здесь являются создания, находящиеся за пределами обычного понимания. Не завидую вашей роли в ней. Не падайте духом. У вас чувствуется непробужденная сила. Мы увидимся вновь, когда вы беретесь опыт. Ступайте же. Моя последняя и главная надежда. Вот так начинается арена. Так начинается легендарная серия древних свитков. Мы просыпаемся от шума падающих капель. Находим ключ и открываем дверь клетки. Ну а теперь переходим к тому моменту, с которого запись началась нормально у меня до этого. Вот наш первый лут, он выглядит вот таким образом в игре. Все-таки игрушка 94-го года, и тут все такое очень утрированное, да? То есть ты ходишь в подземелье, тут находишь гору таких сокровищ и копаешься в них. Да, я представляю, как где-нибудь в США в 94-м году бородатый дяденька в очках, программист, приходит с работы, садится за свой компьютер с каким-нибудь пентиумом самым первым, вылезает из темницы, находит гору сокровищ, тут кошелек с 10 золотыми, это все так затягивает. В общем, забавно все.
Вот здесь такая своеобразная панель управления. Горячих клавиш тут предусмотрено мало. Вот инвентарь открывается нажатием на портрет персонажа, которого я назвал Холлиндил. Почему целитель? Потому что я решил пройти тест на выбор профессии, то есть класса. И по нему получилось, что я такой целитель. Ну и выбрал, соответственно, расу более-менее подходящую под этот класс. То бишь Альтмер. Ну и придумал такое более-менее подходящее для Альтмера имя, которое походило бы и на мой псевдоним. Ну и начинаем движение. У нас есть пара заклинаний. Искра и слабое лечение. Ну, они такие слабенькие и собирают очень много маны. Нам же надо двигаться на запад и на юг. Такие звуки издают гоблины в этой. Так, похоже, в этих нишах. Да, в этих нишах можно отдыхать, но скорее всего гоблины нас найдут и попячат все равно. Тут такая, знаете, игра вообще очень-очень простенькая такая. Утрированная во многих моментах. Такая очень сказочная, можно сказать. Я так осторожничаю, потому что... Ух ты! Режим атаки-то... Зафейлил. Надо ходить с оружием наготове. В этих местах. Что-то меня так и тянет вот в тот проход, который остался сзади. Управление тут осуществляется стрелочками, то есть никаких вам WASD. Очень забавная еще система боя. Надо зажать правую кнопку мыши и водить по экрану в разные стороны соответствующие направления удара. То есть хотите ударить сверху, надо зажать и опустить курсор вниз. Также можно лутать врагов. Попробуем применить заклинание исцеления. Так, получилось ли? Если честно, я не заметил, поправилось ли мое здоровье. Будем считать, что поправилось. Товарищ хрюкающий. Тупик, но сверимся с картой, поэтому. Коду. Мне очень неприятно, на что поделать. И нужно почаще сохраняться. Игрушка довольно хардкорная, если можно так сказать, про игры этого времени. И вперед. Да. Так бы лучше пойти. Лево. Лучше налево. Предпочитаю придерживаться краев лабиринтов. Ух ты! Да давай же назад! Как же он медленно двигается назад. Ох, дело плохо. Ладно, пробую отбиться. Давай. Итак, попытка номер 2. Нужно искать обходной путь. Потому что нашему целителю будет сложно так морским десантом таким сражаться с гоблинами. И вот я заметил, что когда включаешь, скажем, экран инвентаря или карту или главное меню, то наблюдаются дропы. То есть нужно, чтобы картинка постоянно обновлялась. Успел ведь ударить. Негодяй. В общем, да, с первой серии намучаюсь, так чувствую. Потом надо будет попробовать другие программы для записи. Направо попробуем. Так что если будут наблюдаться пропадание звука в этом видео, красные глаза наблюдают за вами из темноты, то знайте, что тут дело
том, что дропы. Дропы, да. То есть это значит, я стою, ничего не делаю и... Так, еще раз сверюсь. Ничего не делаю из-за... С этого... Печально. Надо отдохнуть. Еще раз сохранюсь. Так, сохранение. Вот. Так, отдохнем. Попробуем, точнее. Попробуем. Отдых до полного восстановления. Рядом враги. Надеюсь, эти враги не пришли сюда. Было бы неприятно. Ну, хоть немного отдохнул. Хоть немного. Неприятно плавать по этим каналам. Это что такое? О, отлично. Щит, талисман. Сколько всего. Только, наверное, половину, даже больше, чем половину из этого использовать не смогу. Посмотрим. В Арене такая система, что определенные классы могут использовать только определенные предметы. Например, паладины используют большие щиты. Напоминает Диабло, да? Там тоже варвар, например, может использовать рогатый шлем, некромант, консервированные головы и так далее. Это, кстати, тупик. Отсюда нет пути дальше. Ну, посмотрим, попробуем, что из этого можно применить. Сейчас опять могут наблюдаться дропы, то есть мой голос может пропадать. Вы знаете, что это из-за особенностей игры. Непонятно, что за талисман. Как его использовать. Надеюсь, разберемся со временем. Я все еще не привык к управлению в инвентаре. Целитель не может такое... Ну, неудивительно. Поэтому выход. Неудивительно. Кстати, я могу же использовать лечение. Да, хорошо, хорошо. Так как я целитель, буду больше пользоваться именно такими защитными заклинаниями, стараться. Так, а куда идти-то дальше? Налево, хорошо. Отдохнуть еще раз. Крысы пищат, вряд ли получится. Нет, смотри-ка. О, это успех, это успех. Потихоньку делаем какие-то продвижения в этой игре. Это радует. Наверное, еще долго буду привыкать к управлению, но уж очень простое, очень упрощенное такое, топорное. Все-таки я путаюсь в этих подземельях. И непривычно, неудобно. То есть обзора мышью тут нет. Вправо-влево мы смотрим, нажимая на стрелочки. Ну, просто супер, нет. Я не... интересно, я смогу использовать заклинание отсюда? Я могу, но кажется, расстояние было слишком большим. И опять я потерял большое количество маны. Придет. Что поделать? Ну, в общем, эту первую серию запишу бандикамом. И, скорее всего, придется мне долго промучиться с монтажом и так далее. Десятки крошечных когтистых лапок царапают влажный укрытый мхом песчаник. Страшно-то как.
Ну и где? А. Обзор такой маленький, они прям из темноты нападают. Это вот атмосферно сделано очень, должен признать. Так, вроде погони нет за нами. В общем, с монтажом намучаюсь, а потом буду пробовать другие программы. Думаю, OBS должна пройти. Замечательно. Что ж, попробую проходить сюда. Нет, уж лучше туда. Ну, тут без потери ХП нам никак не получится, да? Еще или двое их. Ай-яй-яй. Ух, как я троих уложил, какой прям целитель Чак Норрис. Что у вас, ребят? Как использовать талисман? Этот вопрос меня будет мучить. Здесь он не отображается. Так. Назад, это у нас дневник, он у нас пуст. А это что? Вот талисман. Восстановление здоровья, да? И кажется, талисман у нас исчез. Ну-ка. Талисман. Нет, смотри-ка. Это, видимо, кнопочка использования предметов. Только я опять не пойму. Да. Получается, что мы находимся примерно там же, где и находились, когда начинали Обливион. То есть в тех же подземельях под имперским городом. Ох, да, к этому управлению буду долго привыкать, наверное. Что ж, ладно. Какой резкий, а? Так, золото. Выйду богачом отсюда. Чистые лапки опять слышатся. Направо. Попробуем так. О, хорош. Кольцо какое-то. Что за кольцо? Что за кольцо? Зарядов 44. Но опять же непонятно. Вот, я, кажется, его экипировал сейчас. Вот оно. Восстанавливает оно у нас запас сил. Здоровье здесь отображается зеленым. Запас сил красным. В Обливионе это наоборот. Почему сравниваю с Обливионом? Потому что в него я играл больше, чем в какую-либо другую игру из серии древних свитков. Ну вот. Кольцо и талисман надеты, их можно использовать. Талисман восстанавливает здоровье, кольцо запас сил. Отлично. Ну и также действия, что Обливиона, что арены начинаются, как я понимаю, в одном и том же месте, то есть в имперском городе. Подлая крыса напала со спины. Так, да, пришел. Что ж, вперед, в плавание. Как неприятно. Вот что смущает, это то, что действительно много времени требуется. Как-то я умудрился. Давай прибавим к выносливости немного. И наши профессиональные характеристики тоже поднимем. Смущает, что много-много времени надо
того, чтобы отдохнуть. То есть много часов проходит, пока персонаж залижет раны свои. Это можно объяснить так, что у нас персонаж очень слабый, он был придворным лекарем императора, причем таким один золотой в такой кучке. Неплохо. Посредственным целителем, учеником, может быть. И тут вот произошло такое. Нас бросили в темницу, и наш персонаж в страхе, в панике столкнулся с кучей гоблинов, с кучей гигантских агрессивных крыс. Еле-еле от них отбивается. Весь израненный, измученный, оголодавший. Просто теряет сознание, вырубается на много часов. Ну или отдыхает просто долго, чтобы никакие силы восстановить. Можно это так объяснить. Вот. Звуки, конечно, такие малоинформативные, но придают атмосферы. Ага, вот ты где, крыса. Ну, крыс, наверное, бесполезно лутать. Бросать надо. Это дело неблагодарное. Вы видите мерцание врат перемещения. Погоди-ка. А для начала я хочу пробовать отдохнуть. Эй! Что это было? Понятно. Да, крыс бесполезно лутать. Пробую отдохнуть. Рядом враги. Классическая ситуация. А вот и враги. Красные глаза наблюдают за вами из темноты. Крошечные когтистые лапки. Нет, я должен отдохнуть. Я, насколько знаю, когда поднимается уровень до 2, там вновь приходит Лия и должна какую-то информацию важную сказать. Нет, мне не судьба сегодня отдохнуть. Ну ладно. Тогда к выходу. Отлично. Сегодня город проводят. Я скипнул, потому что боюсь. Слушай, а где это я? Понятно. Я думал, что я начну где-то в имперском городе. Белпорт-Ран. Ладно, будем разбираться. Google сообщил мне, что Белпорт-Ран находится на севере острова Саммерсет. То бишь, мы сейчас находимся на Саммерсете, то есть родине Альтмеров. Никогда еще не бывал на Саммерсете. Что-то интересно. Получается, что каждый класс начинает... Ой, каждая раса начинает на своей родине игру в арену. И еще, что примечательно, действие арены разворачивается на всем там реале. То есть тут можно и Skyrim посетить, и Cyrodiil, и Morrowind. Ну, всему свое время. А пока что будем исследовать Саммерсет. Я вообще не знаю, в чем сюжет заключается. Надо победить Джигара Тарна. Не знаю. Насколько я помню, надо собирать... Ой, я не в ту сторону иду. Какие-то посохи по каким-то данжам. Что это такое?
Ах, ну и да, я покажу еще на карте, где это мы находимся. Ну, где остров Саммерсет, я думаю, многие знают. Покажу точно Вот точно расположение. Офигеть. Ну, интересно, это был разбойник или... Ему не понравилось, что мне оружие обнажено. О, ладно. В общем, покажу я вам, где находится этот остров. Или уже показал. Не знаю. А на этом, я думаю, мы можем закончить сегодняшнюю серию. Начнем исследовать эту деревушку завтра. В следующей серии. Спасибо, что был со мной, дорогой зритель. Ставь лайк, подписывайся. Пока-пока.